Это рассказ о нашем походе по Валдайской тропе. Ну что, 7:40, пора на выход. Время ровно 7:40. По плану выход из лагеря. Утренняя дорожка, чудо как хороша. В папоротниках. Джунгли российские. И тут же прям цивилизация. Столбик с информацией. О чем у нас тут? Липа. Палитра смешанного леса. Вот так. Мы в смешанном лесу. Каждая дорожка прям не похожа одна на другую. Вчера совершенно другой лес был. Вот. 42 километра. Ну все, уже конец близок. 59 минус 42. Это сколько у нас? 17 километров, и мы на месте. Мы на острове Героев. Потому что мы герои. Пятый столбик, это значит, мы прошли уже 5 километров. И вон как раз у нас привальчик. Но не все дороги на Валдайской тропе, как проспект, есть и вот такая жижа. Такая. Поэтому сапожки, они совсем не помешали здесь. Ну что, идем вперед. Есть и вот такие заповедные места с очень удобной мягкой тропкой. Правда, они почему-то всегда идут вверх. Вот опять деревня Мысловичи. Здесь есть военный мемориал. Здесь на Валдайской возвышенности было очень много боев во время Великой Отечественной войны. Деревенька, ну, живет. То есть жилые дома есть. Уже 49-й столбик. Осталось ровно 10. Полтинничек. Юбилейный столбик. 51-й километр. В таком иван-чае. Красота. Еще 8 километров, и мы на острове Героев.
виды, и погода продолжает радовать. Не жарко, не холодно. Дождик бывает реденький. Информация вот. И край озер. Валдай. А здесь-то, с этой стороны еще одно озеро. Не просто озеро, а громадное озеро. Еще вон с островами, с облаками, которые отражаются в нем. Красота. После грязевых дорог наступила пора настила. Вот идем и идем. Интересно, сколько мы по нему пойдем. Тропа все не заканчивается. Вроде как она здесь 2 километра будет. Называется она экологическая тропа. Это дерево упало уже после того, как построили. Идем дальше. По ней, кстати, не так уж и удобно ходить. Она какая-то нескончаемая. Но грязи нет. Это плюс. Вот мхи можно разглядеть. Всякие ягодки, морожки. Это очередное болотце. И дорога преподносит свои подарки. Поели малину, землянику. Ну и идем дальше. И здесь еще озеро. Озерный край. Вон там наша группа тоже идет, растянулись. 57-й километр. Очень приятненький такой. Такой кустарниковый путь. Последние километры, самые сложные. Ромашки. И вот такие овражки. Тут, правда, тропа выкошена, но неровная. Готовимся к золотому километру. Вот такая красота на последнем километре. Ну все, последние метры. Мы уже на территории Валдайского кемпинга. Последние метры. Остров Героев. И как вы думаете, что нас тут ждет? Конечно же, обед. Обед. Заслуженный. Это озеро, это злачное место в виде ларька. И здесь стоят такие палатки для проживания. Типа VIP. Вот здесь по 900 и по 1000 с человека. Сейчас посмотрим, как там внутри. Вот. Посмотрим. Заходите. Ага, вот. Здесь прям, можно так сказать, это 5 звезд. 5 звезд. Кроваточки, столик есть. Ты не обсчиталась со звездами? 6 звезд. На территории есть прокат всяких плавательных средств. Типа клуба что-то. Вон там находится душ. Вон туда наши идут. Множество всяких вот таких беседок. Вон там общая поляна. Там 400 рублей с человека размещение. И вон там в зеленых палаточках столовая. Стоит специальный такой пляжик. Место для купания. Там вон буйки. Хороший такой песчаный заход. Только погода не для купания. Группа Советова готова к ужину.
Праздничный глинтвейн. По случаю окончания похода. Ух ты. Красота какая. В первую очередь за Сашу. Саш, спасибо тебе большое за этот подарок. Да. Давайте дружно все скажем. 3-4. А на завтрак была творожная запеканка. Красота. Ну все, мы готовы уехать с острова Героев. Полина, давай. Иду. Яркий кадр. Красивый. На ту сторону, да? С той стороны. А куда вы все? Все то же самое. Надо время-то чем-то. Фотосессия – это серьезно. Ни разу не получается. На фотосессию мы заложили час. Все, выходим. Приехали в Иверский монастырь, который находится на острове. И вот такие ворота в монастырь. Это вот обретение Иверской иконы. Она здесь чудотворная. Монастырь связан с именем Никона. Здесь он какое-то время проходил. Он скрывался от гонений. Собственно говоря, основал-то, по-моему, он этот монастырь. Потому что сам был отсюда родом. Ну, про это, про все нам рассказывали в Новоиерусалимском монастыре. И вот так все связалось. Какая-то своя такая атмосфера здесь. Во-первых, он на острове находится. Так, вдалеке от всего мирского. Ну вот спрашивают, а где на России замки и крепости? А вот они. Наши замки — это монастыри и крепости, они же. То есть прям укрепления. Мало того, что остров, так еще и со стенами. Очень умиротворяюще здесь. Изразцы. Вот они. Очень их Никон любил. Возможно, кстати, они подлинные. Спасибо! До свидания.